Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Гвард.ua. Присаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Буду сегодня творить контент, и я даже уже вижу, какой на примере. Я хочу попробовать собрать 5 драконов и 9 нежити. Тут как раз есть Керри Лич. Если еще будет спектра, то будет вообще шикардос. Ну, можно, короче, будет много чего сделать, поэтому будем пробовать. Держите за меня кулачки и надеюсь, соответственно, меня ждет успех. Поэтому не забудь тыкнуть сейчас свой лайк, а если ты еще не подписан, то подпишись. И на мой телеграм-канал тоже подпишись. Не стесняйся, там много чего интересного происходит. И вчера я делал 2 стрима. К сожалению, по часу всего лишь, но по итогу получилось 2 часа. Но, в общем, вчера, если что, было 2 стрима, я говорил важную информацию. Мне написали разработчики, точнее не так, я написал разработчикам о том, что было бы круто, если бы добавить промокоды с плюшками для зрителей. И разработчики меня услышали и сказали, промокоды будут, Санечек, все будет в высшем виде. Только какие промокоды, мне пока непонятно. Но вроде бы там должны быть вкусные промокоды. Но это мы посмотрим, потому что я знаю их вкусные промокоды. Да, вот эти вот бесполезные пончики. Ой, пончики, хотел сказать. Пончики как раз полезные. Бесполезные печеньки, всякие шоколадки и тому подобное. Короче, вот это вот вся бесполезная шелуха. Вот. Я надеюсь, что там будет что-то полезное. Они не разочаруют меня в этот раз. Ну, посмотрим. Если что, то стримы будут проходить с 21 по 23 ноября. В моем телеграм-канале я буду писать, соответственно, когда я включил стрим и все такое. Промокоды тоже буду говорить во время стрима, потому что их будут давать во время стрима, чтобы я их, соответственно, вам озвучивал. Ну, как озвучивал? Писал в чатике, все такое. Поэтому не пропустите стримы, если что, будут очень ранние, потому что плюс 8 UTS для меня это 12 часов дня. Вот так вот. Да, стримы очень будут рано, мало, наверное, народу будет на стримах, но я более чем уверен, что, скорее всего, будет очень мало народу. У меня, конечно, рубрика «Все по 2», вы просто обратите на это внимание. 2 снайпера, 2 мираны, 2 белки. Неплохо. Старт прикольный. Не знаю, я хочу зарандомить. Надо рандомить, надо. Но столы, конечно, там у ребят уже стартовые посильнее моих будут чуть-чуть. Посильнее, потому что у меня никакой стенки. Надо рандомить. Чует моя 5-я точка, что нужно рандомить. Че тут уже 5 позиций. Плотная стенка, хороший урон. Ну, блин, если бы у меня тоже был орк-охотник, было бы попроще. Можно было бы тоже в уровень выйти. Итак, Мирана пришла. Хорошо. Что я хочу еще за сборку попробовать? Это собрать древних плюс рыцарей через Керри Легионку. То есть не через Керри там Дарксира и тому подобное, а вот через Керри Легионку. Я как раз обещал записать Керри Легионку. Блин, надо рандомить. Вот как бы жетон отступника классно, но надо рандомить. Ни грамма не жалею о том, что я сейчас зарандомил реликвию. Ни грамма. Ни грамулечки. Имба. В общем, исходя из реликвии, здесь есть классная аптечка священника, с помощью которой мы можем быстренько выйти в уровень, но нам нужен все-таки 11, поэтому нам придется, скорее всего, играть по изначальному моему плану, это играть через драконов-людей. Вот, это изначальный мой план. Потом, ну, будем смотреть. Если будет хорошо идти, то, соответственно, мы перестроимся в 5 драконов, 9 нежити. Мне же интересно, насколько это будет прикольно. А мы можем как-то выйти в 20 монет? Ну да, можем, только если Лину продать. Сложно. Вроде бы как бы хочется продать, а вроде бы как бы не хочется их продать. На самом деле здесь и легендарки такие мощные. Тут есть Свен, есть Квапа. И реликвии хорошие есть помимо аптечки. Можно, знаете, еще какую сборку попробовать сделать? 5 драконов и Керри Свен. А если будет еще и спектра здесь сверху, там забей, это будет развал кабины. Охотники хорошо идут. Я надеюсь, что сейчас и снайпер в скором времени у меня придет в 2 звезды. А еще надеюсь, что у меня появится хоть какая-либо стенка. Это орк-охотник, там Муэрто, вот что-то подобное.
Олень сейчас уже не как стенка идет, но он на самом деле пойдет тоже как стенка, потому что у него его суммоны хотя бы станчик дают. Боже, как хорошо молнии сработали. Вы посмотрите на урон Мираны. Больше половины урона это тупо срабатывание молний. Молнии не имба подоходников, еще раз подмечаю. Ладно, короче, вот так вот сделаю. Выйду в 20 монет. Надо как можно быстрее идти в уровень. А что, так можно было? Охренеть. Я глазам своим поверить не могу. У меня 3 двойки на 7-м раунде. И это из охотников. Если бы мне сейчас еще 6 охотников было, то там тупо забей. Мог бы просто выйти в уровень и спокойно идти в винстрик. Может и получится у меня так, а может не получится, не знаю. Но помимо меня... Хотя не, на самом деле, если так посмотреть, то у меня самый сильный стол из всех. У меня только стенки нет. Вот если бы у меня была бы стенка, тогда бы я был бы уверен на 200%, что у меня стол овер сильный. Ладно, короче, давайте поговорим по поводу сборки, почему я хочу попробовать вам записать древних плюс рыцарей и в целом драконов плюс 9 нежити. У меня один единственный раз на стриме получилось записать сборку, это 5 драконов, 9 нежити, там была у меня Керри Спектра, был еще Лич сверху, был еще Джакира сверху, то есть там полный фарш у меня был. Там еще и Некр был с Банши, которая давала 10% от хила с чернокнижниками, но, по-моему, в том патче, наверное, давала 20% от хила с чернокнижников. Ну, короче, было все просто в ажуре, все было прекрасно, замечательно. Вот. И вот та сборка, 9 нежити, 5 драконов, была овер сильная благодаря тому, что у меня есть спектра. Ладно, не буду пивную панду ставить как танка. Потерплю. Потерплю и еще раз потерплю. А что делать еще? Кроме как терпеть. Правильно, режим терпилы активирован. Терпеть значит терпеть. При том, что у меня сейчас уже 31 монетка, скоро уже выйду 40 монет плюс. Ну, у меня реально сильный стол. То есть я должен хорошо сейчас тащить. Вот. И я хочу попробовать повторить. Только повторить это не на стриме, а с более-менее лучшей концентрацией. И показать вам, что может эта сборка. На самом деле она много чего может. Даже если мы будем играть через Кириллича, если здесь еще и Джакира сверху будет, мы тут такого можем начудить, что ну его в баню. Тут много чего можно будет провернуть. Как магическим уроном душить, так и физическим. Вот, кстати, тоже намек вам, ребята. Если будет у вас такая возможность попробовать эту сборку, то попробуйте 5 драконов, 9 нежити. Чтобы у вас был Джакира, Лич, Спектра, Некр в идеале. Ну, хотя бы хоть какой-то откровенный керри по типу Лича, либо же Спектры. Вот. 2 этих героя вам необходимы для того, чтобы полностью эту сборку раскрыть. У вас все герои кастуют способности, у вас миллион урона становится резко. Еще у врагов ваших минус 40% хп. Так мало того, что у них минус 40% хп, когда они умирают, там еще и зомбари появляются. Это вообще 10 из 10, как по мне. Поэтому, ребятки, попробуйте. У кого будет возможность, попробуйте. Ну, просто попробуйте, рискните. А по поводу древних плюс рыцарей, то на самом деле это просто метовая сборка, вот и все. Я хочу вам показать одну из самых легких метовых сборок, можно это так назвать. Самая легкая метовая сборка — это древние плюс рыцари. Тут как бы все понятно, очень много урона. Если есть омник, то просто берем омника, собираем и разваливаем всем кабину. Ну, если, конечно, омник приходит. Если приходит омник 2 звезды, вам почти ничего страшно не становится. Самое главное — это новый герой, вот этот кающийся епископ, который... ШД. По-любому его нужно собирать. Потому что если вы его не будете собирать, у вас урона будет многократно ниже. А вот с новым героем, ШД этим, а если вы его в 3 звезды собрали, это самый сломанный герой, серьезно. Я 10 раз в этом убедился, 10 раз вам об этом сказал. Да даже, на самом деле, не то, что я это сказал сейчас, а я сказал это, как только этот герой вышел. Это слишком сломанный герой. Слишком. Ничего себе. А чё мне так охотники прут? Рейд ночных зверей. Как же много всего хорошо идет мне. Охо. Мне вообще не хочется сейчас оставлять, потому что это будет минус 20% хп от моих героев. Медальон скипать тоже не хочу, потому что, ну, мало ли там какие-то жрецы нарисуются.
Я не хочу ставить нежить. Минус 20% хп это много. Охотники и так они тоненькие. Так тут еще и минус 20% хп у них будет. Я лучше попробую поставить вот так вот 2 муэрты. Они могут быть как танки. То есть, когда они будут перевоплощаться в свою форму, они будут недостижимы для физических атак. И это прям 10 из 10, потому что они могут использоваться как танки некоторое время. Особенно это круто работает, когда против вас есть вражеский охотник, который просто эту муэрту будет пытаться долбить, как не знаю кого. А может попробовать эльфов сверху купить чуть-чуть? Ну, мало ли там, попробую собрать себе 9 эльфов, возьму рейд ночных зверей, получу кучу денег за 15-20 раунд. Я пока что буду покупать, соберутся, не соберутся, плохо. Логично, да? Не, у чела на первом месте там огромный стол. Но у меня тоже не маленький стол. Мне бы, конечно, 6 охотников. Было бы шедеврально. Орка охотника бы еще в 2 звезды, было бы еще вдвойне круче. Не знаю, я, наверное, не буду рейд ночных зверей брать. Я хочу попробовать зарандомить, там есть хаотичный договор. Мне бы в идеале вытащить этот хаотичный договор, добить себе 7 вид-стрик и получить предмет себе 3-го тира. Ой, ну пока я нормально так урона вкидываю. Очень много урона. Если еще и Муэрта сейчас 2 звезды будет, то вообще забейте. Там Муэрта в 2 звезды тоже наваливает так. Ее же бафнули. Я, кстати, записывал Кири Муэрту. Поэтому, кто не смотрел, посмотрите на канале ролик с Кири Муэртой. Наваливает она... Мое почтение. Кстати, у меня и стенка появилась, и Муэрта есть. Хочу Верку оставить. Верка все-таки как-никак связывает. Минус броню накидывает сверху. Мне еще и так Марси хорошо идет. Может сыграть на Кири Марси? На еще одной метовой сборке? Ну почему? Ну за что мне это? За что? Ой, ладно. Ладно, идем в уровень дальше. На самом деле мне нужно баф людей собрать до 20 раунда. Сделаем сейчас таким вот образом. Если на 20 раунде мне упадет аптечка священника, я ставлю себе жрецов, ставлю себе баф людей и тупо иду в 11. И все. Я думаю, это идеальный план. План капкан. Звучит как план. Орков немножко поставил, плюс 150 хп получил. Чтобы чуть-чуть плотнее быть. Предметы у меня почти шикарные. Ну, на самом деле нет, у меня хорошие предметы под охотником. Я вот 1000 раз говорил и 1000 раз первый повторю. То, что для охотников молнии 2-го тира это чуть ли не самый лучший предмет. Вот серьезно. Потому что там молнии могут так срабатывать. И я даже думаю, 2 пары молний намного будут красивее смотреться, нежели вот, допустим, 1 пара молний с какой-то гномьей брошкой. Потому что, ну, вот реально, если молнии начнут прокать, то они прокают так, что ну его в баню. Так, жреца возьмем. Пригодится уж явно. Не идет мне по охотникам просто мое почтение. Сейчас остановку немного поменяем. Так, оленя, если что, мы оставляем. Он пригодится под сборку нежити. Там рыцари древние собираются. Что у одного, что у второго. Это не есть хорошо. Чувак на первом месте с огромным винстриком. У него стол, я скажу так, ну, сильный, но не совсем сильный. Не знаю, как он держит себе винстрик. Но я очень надеюсь, что я смогу этот винстрик забрать. Так сказать, отобрать. Жалко, конечно, это не палка. Упало 2 хороших предмета. Есть молнии, есть брошка. Я беру молнии, естественно.
Я просто так сейчас только что задумался, что, а вдруг пригодится вот эта вот дальность атаки плюс 200. Может, я сейчас, раз мне так хорошо идут охотники, то сыграю на 9 охотниках там. И вот эти вот плюс 200 дальности атаки, они мне зарешают. Плюс это урон из-за того, что у меня будет синергия этих самых дворфов. Но по факту это нет. Если бы в этой игре был тайт, то можно было бы попробовать собрать Кири Медузу, либо же Кири Траксу. Тогда было бы хорошо, но тогда зачем мне эта брошка, если там была еще и маска сверху? Короче, нет, все-таки 2 пары молний будет получше. Потом, если что, найду себе предмет 5 тира, и будет еще лучше. Молнии какие-то 5 тира будут вообще прелестно на мне смотреться. Это как по мне. Не, ну охотники сейчас хорошо мне пришли. Просто 3 охотников, 2 звезды. Кайф? Еще какой кайф? Пу-пу-пу. Так, 1 человек у меня есть. Как мы поступим дальше? Не, у него сейчас стол слабый, я его должен снести. Я должен его тупо в легкую снести. У него просто плотный стол, но он не сильный. Он, кстати, походу будет играть на магах плюс драконах. Дай палку. Ладно. Вопросов не имею. Не даешь палку, ну не давай. Не, ну по сути он мне почти принес палку. Только в виде посоха. Эх, как я надеялся, что это он пришел. Потому что стол у него, ну, похоже. Кстати, 3 палки в обезьяне. Ну, по сути, 4 палки в обезьяне, потому что обезьяна свою палку-то имеет, да? Мне уже 12 хп осталось на 17 раунде. Сильный. Но мне это знакомо. Он играет, так сказать, в ва-банк. 10 винстрик у молодого. Боже, приди ко мне, солнышко, пожалуйста, приди ко мне. Я так хочу забрать у тебя этот винстрик. А может на 6 богах сыграть? Кстати, я давно не играл на 6 богах. Что вы скажете по поводу этой сборки? Сыграть на 6 богах как-то? Через шамана лавы, через Абаддона. Не, надо будет как-то попробовать сыграть через 6 богов. Я давно на 6 богах не играл. Так, минус 1 чел, у которого было 12 хп. Сочувствую ему. Не фартануло. Не фартануло, не повезло. Ладно. Сейчас мне хочется вытащить аптечку священника на самом-то деле. Уж больно хочу сильно вытащить эту аптечку священника. Кстати, там чуваку винстрик сбили, это плохо. Вот так вот. Кто-то взял и забрал мой винстрик, который был у того молодого человека. Спасибо. Рифму сами придумаете, да? Это он сейчас ко мне пришел. Да, я его выиграю. Да, я его выиграю. Прикиньте, одного тупо раунда мне не хватило по всем законам подлости, чтобы тупо забрать у него огромнейший винстрик. Охренеть, да? Какой закон подлости? Ну ладно. Что не делается, то делается к лучшему, правильно? Мне тоже так кажется, поэтому погнали. Так, я сейчас жду аптечку священника. И вот аптечки священника мы будем дальше отталкиваться. Шо, куда, к чему, почем. Я на самом деле хотел бы заблокировать какую-то синергию, но я тупо даже ума приложить не могу, какую лучше всего синергию заблокировать. Просто понимаете, мне и нежить нужна, и на всякий случай демоны нужны. Ну, мало ли там я реально Свена захочу собрать. О, аптечка. У меня на самом деле и яйцо еще, и собака.
И кого мне продавать? Hey there. I am inevitable. Непонятно, конечно, кого продавать пока что. Двух Абадонов, что ли, продать? Да, ну, я думаю, пока что Абадонов и продать. Ладно, продам этого жреца. У меня в любом случае есть еще один жрец. Зомбарь который. Поэтому можно спокойно чилить. Так, ну на втором месте Маг-Дракон собирается, как я сказал. Сильно. Дух пятерка в этой игре уже есть. Сейчас смотреть, как мы поступим. Проигрываю раунд. Я сразу использую аптечку священника. Начинаю разменивать свою хп. Получая за это очень много опыта. То есть, на самом деле я сейчас максимум красоты делаю. Кстати, меня там чел Винстрик забрал так-то на секунду. На своих древних плюс рыцарях. Еще и там маг-дракон есть. А это меня ни грамма не радует так-то. То, что он забрал у меня винстрик. Я планировал с винстриком хотя бы побыть до, там, не знаю, 30 плюс опыта, чтобы я вот все свои 90 хп максимально разменивал на аптечку. О, еще один раунд побуду с винстриками. Походу сейчас у чувака еще винстрик заберу. Ну-ка, давай, 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 давай. Давай, деньги мои, давай. Давай мои денежки. А, хаотичный договор. Ну ладно, хаотичный договор, так хаотичный договор. Живи! I give you my blessing. Мерзость. I will Живи. never fall into darkness. Маг-дракон собирается. Ну, рыцари древние собираются, кстати, как я говорил. Все, ребята, нежить здесь откисает. Вот этот молодой человек, он будет играть на инсектоидах, поэтому от нежити здесь толку вообще не будет. Я винстрик проиграл? Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Нормально он мне там кабину снес. Ладно, посмотрим, может сейчас этот инсект и не доживет. Если не доживет, он до лейта, то вообще пофиг. Я выйду из инкама, чтобы получить как можно больше опыта, потому что там же циферки подняли на 11 и на 12 уровень. Я хотя не знаю, зачем они это сделали, но они очень много опыта поставили на 11 и на 12. Это почти нереально брать. Вот, по крайней мере, сколько я игр играл, когда поменяли эти цифры, я не смог поднять себе 12 уровень еще. Ни разу не смог. Серьезно. Чела, конечно, на 6 уровне такой интересный стол. Забавно. Муэрта. Ну, мы возьмем. Муэрта нам пригодится. Сейчас, конечно, нормально не пообузить аптечку, чтобы сделать себе 12 уровень. Если раньше ты мог, грубо говоря, за одну аптечку, если у тебя хороший был винстрик, взять себе 12 уровень, у тебя еще останется больше половины хп, то сейчас ты так этого делать не можешь. Вообще не можешь.
Сейчас становится грустно и печально, когда ты так делаешь. Плюс 4 хп, поехали. Не знаю, я, наверное, ШД сейчас продам. Он мне не особо нужен под ту сборку, которую я хочу. То он у меня никуда не поместится. Маг дракона еще собрался сверху. Он у меня больше смущает все-таки инсек. Посох возьму. Против инсека пригодится. Так, 2 человека есть. Омник. Нет, тут, походу, на нежити я не поиграю, судя по всему. Так, ладно, вот так вот баф людей делаем. Я пока что в Мэрту закидываю все предметы, но потом можно, скорее всего, нужно будет убирать эти все предметы. Сейчас посмотрим, как оно будет идти. Но, скорее всего, здесь на нежити не поиграю. Не получится. Да, у меня не получится. Если этого инсека сейчас не выкину в ближайшие пару раундов, то у меня тупо не получится поиграть на нежити плюс драконах. Еще и маги дракона интересуются. Вот нет, чтобы сыграть как я, на мужика. Драконы плюс нежить. Слабо, что ли? Свенчик. О, как. Свенчик пришел. А может, это намек? Может, все-таки мы перестроимся от драконов плюс Свенкери и Квапу докинем какую-то, а? Что думаете? Ой, там уже этот инсект забирает винстрики у молодых горячих. Но на самом деле даже на 5 дракона 9 нежити будет очень трудно играть. Из-за того, что тут есть один рыцарь, второй рыцарь. Короче, погнали на Свене скатаем. Вот так сделаем. Я беру бессмертие. Сейчас объясню, почему я беру бессмертие. На самом деле, объяснение максимально простое. Свену нужно время. Когда он использует свою способность, там, кстати, спектра еще нарисовалась. Так что, ребят, сейчас будет у нас контент. Это будет у нас ведьмаки, драконы. И все. И Кири Свен. Еще и Квапу сверху поставлю, как раз по 5 драконов хорошо смотрится. И против... Да, вообще все будет изи. Тьфу-тьфу-тьфу. Я надеюсь, конечно, не вылечу в первую очередь. Потому что если вылечу в первую очередь, это будет печально. Так, Квапа сюда, Леончик сюда. Вертолет, ну нам он не нужен, по сути. Хе-хе. А можно всегда так по заказу будет мне идти? Мне, конечно, скорее всего, придется поставить морских. Но мы будем надеяться, что не придется. Еще мне нужен один ведьмак. Какой же у меня красивый Свен. Внешка на Свене у меня, конечно, обалденная. Жалко, я не успел все-таки еще одну внешку на Свена выбить. Дум это классно, на самом деле. Но Дум мне не нужен. Мне нужен еще один дракон. И нужна Квапа. А вообще мне нужны ведьмаки, кстати. Забыл совершенно о том, что мне нужны ведьмаки. Потому что урон у меня сейчас как кот наплакал. Мало урона у меня, мало. Так, все, дракон у меня есть. Осталось найти ведьмаков. А ведьмаков у меня нет. Так, антимага нашел, хорошо. Сейчас будет попроще немного жить. Мне ТБ нужен. ТБ либо спектра.
Лучше, конечно, спектра. Look out, world. Да хоть кого-то дайте мне уже. Во мерзости окаянные. Спасибо, конечно, за лича. Но он мне пока что не нужен. Хекс прилетел мне в табло неприятный. Вот, кстати, здесь мне бессмертие зарешает. Да? Вот, да. Просто благодаря бессмертию я сейчас его снес. Все-таки хорошо, что я взял бессмертие. Но на самом деле мне нужны предметы на скорость атаки. Без предметов на скорость атаки все грустно, печально. Я напомню, что Свена там порезали, у него теперь родная скорость атаки, там прям дико хромает. Еще мне все-таки не хватает одного ведьмачка. Дайте мне одного ведьмачка. А ну-ка позовите Геральта из Ривии. Срочно. Мне срочно нужен Геральт из Ривии. Чтоб просто всю эту нечисть вырезать. Кстати, на сдачу можно ДК собирать в 3 звезды. Я думаю, будет прикольно. Там, кстати, чел на втором месте готовит мне винстрик. На секундочку. Это все мне, если что, будет. Плюс 5 хп с баночки восстановил. Сюда. На всякий случай возьму медузу. Ну, пригодится мне медуза, серьезно. Двойные мобы, инвокер. Хорошо. О, спектра. Спектра. ТБшка. Ну, значит, инвокер мне не подходит. Я на самом деле хочу оставить лучше все-таки квапу вместо инвокера. Типа инвокер это круто. Это очень круто. На самом деле, вот этот новый инвокер, он очень жесткий, но он мне сейчас не нужен. Конкретно в моей ситуации он мне не нужен. Хотя у меня и рок войны под него есть. Но мне его тупо некуда засунуть, понимаете? Ух ты, черт какой. С хексом. А вот это вот жестко. Ты глянь, вселение просто вообще не хочет идти. Ладно, живем. Живем. Если посмотреть на мой стол, все в одну звезду, кроме Свена. Ой, у него столько много никсов заспамнилось. Это, наверное, самое плохое, что может быть. Нет! Теперь я думаю, вы понимаете, почему я ненавижу никсов, когда я играю на Свене, да? Тупо черт меня ваншотит. 17 хп у меня осталось. Дай бог доживу до 35-го раунда. Там хотя бы я могу предметов понаходить. Дай бог. Ребят, держим кулачки за то, чтобы я дошел до 35-го раунда. Просто держим за меня кулачки. Это очень важно. У меня там будет миллион предметов. Я надеюсь, там будет что-то полезное. По крайней мере, я буду рассчитывать на МКБ, БКБ. Можно, конечно, еще и БФ сверху, хотя это излишне из-за того, что у меня есть со способности сплэш урон. Надо спектра еще и квапа в 2 звезды. Так, чел Миракл, здорово. Пока, Миракл. Спасибо за винстрик. Спасибо, мой сладкий. Спасибо. Вкусно. Я твои денежки даже знаю, куда потратить. Сейчас я сначала заблокирую... Кого? Я думаю, эльфов заблокировать. Мне эльфы не особо нужны. Омник. Блин, омник это хорошо, конечно, но на самом деле не очень.
Как же мне хорошо Свен идет. Если бы здесь была реликвия яиц, я бы с удовольствием воспользовался бы ей. И попробовал бы собрать себе Свена в 3 звезды. Вы прикиньте Свена в 3 звезды. Это ж ты шо, машина. Это машина, которая уничтожать будет все и вся. Насколько мне нужен Омник? Да хрен его знает на самом деле насколько. Вроде бы как бы нужен мне этот Омник, понимаете? Но вроде бы как бы, а зачем? Для каких целей? Омник, по-моему, если не ошибаюсь, то Хекс не скидывает. Поэтому тут такое. Упс. Упс. Не, гоблинов я как семечки лускаю. Не ощутил. Там инсек одного вынес. Это плохо. Квапа. Хорошо. Апаю квапу в 2 звезды. Нет времени ждать. Блин, мне не хватает одного предмета, чтобы попробовать найти себе предмет 5-го тира. Прикиньте. О, яйцо. I am the Eggman. Рок войны, если что, не работает на суммонные спектры, поэтому я просто так их засуну. А вот медальон я закину 1-го тира сейчас в Свена, чтобы было плюс 25 магического сопротивления. Ну, лишними мелочь, да приятно, понимаете? Как говорится, игра состоит из мелочей, поэтому приятненько. Квапу, если что, поставил сейчас посередине, чтобы она кричала ровно в центр и всех ну, ломала всем позиционку. На самом деле, Квапа это одна из самых сильных фигур, поэтому, ребята, есть возможность, берите Квапу. Блин, там чел уже на инсеках с огромным винстриком и с огромным столом. Тоже такая сильная сборка, боже. Столько ума надо, чтобы на ней играть. Фу, аж бесят такие люди, которые играют на этих инсеках. Ладно. О, ну у меня есть идея. Берем Аганим. 240% урона увеличится. Я думаю, это будет очень много. Берем. Сейчас у меня Свенчик разгуляется. Хорошо. Давай, пожалуйста, не подведи под предметом. Двойные клыки упали, ребят, двойные клыки упали. Просто мечта, а не предмет против этих инсеков. Еще МКБ, да, это божественные предметы. Вот эти вот, это предметы тупо божественные сейчас под меня. Еще один драконий рог. А зачем мне дракона, когда я мог всех просто драконьих рогов напихать? Блин, как бы мне хотелось найти предмет 5-го тира, серьезно. Чел там всех кучно ставит. Давай, давай, красавчик. Ставь всех кучно. Под моего Свена ты делаешь просто... Просто такую булочку. ТБшку, кстати, апну, потому что я все равно на драконах сижу. Сейчас ТБшка у меня перевоплотит сразу вот эти вот ближайшие фигуры. И все будет четко. Сейчас, короче, начнется последний отчет, последние секунды. Я его разорву. Боже, чел поставил всех кучно. Но это гений. Это просто гений. Он поставил всех кучно. Смотрите, что сейчас будет. Ну шо. Ван Панчмен в студии. Удар. Смерть. Да это гений. Боже, у него еще и клинок тени. Это просто гений. Гений. Красавчик. Уважение, почтение этому молодому человеку. Ребят, я 1000 раз говорил и повторюсь 1001 раз. Не, этот инсект должен быть наказан. То, что он откисает сейчас в топ-2, хотя не, я не хочу сейчас загадывать, потому что есть вероятность, что я все-таки могу откиснуть из-за того, что может там Никс наспамиться и может свои карапасы изнуть. И мне будет очень больно. Так вот. Просто посмотрите на его сборку. У чела 2 грамма мозга, и при этом он в топ-2 зашел. Вот вам вся история инсеков, как на них играют. Хорошо, что он Хекс не взял, а взял молнии. Красавчик вообще вдвойне. Типа сильно, но типа плевать.
Да, у меня сейчас скорости атаки будет много, но как-то плевать. О, я его выиграл. Инвокер 3 звезд появился, обалдеть. Но не помогло, ой, не помогло, ой, да, не помогло, ну бывает. Ни грамма тебе не сочувствую, ни грамма. Туда вот этих вот инсеков, туда. Просто вон дверь, вон. В комментариях добавите. Блин, а жалко, что он в топ-2 зашел. Но тем не менее, просто посмотрите на его стол. И чел вот так вот спокойно на инсеках катается. Красота. Ну, скилл. Скилл, да и только. Ой, я что-то быстро кликнул вам со Свена. Вот так вот сделаю. Фух. Ну, игра отпадная получилась. Ну, не знаю, я получил тонну эмоций от этой игры. Жалко, конечно, что вот, как я уже сказал ранее, то инсек зашел в топ-2. Это жалко. Ну, блин, получилось спонтанно, но интересно. Как бы все. А что добавить еще? Мне идеально по предметам пришло. Ну, не совсем, но идеально, можно сказать, по предметам пришло. Поэтому, ребят, что думаете вы насчет этой игры? Напишите в комментариях. Не забудьте поставить свой лайк, подписаться на меня не забудьте обязательно. И на мой телеграм-канал тоже. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео, и на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи!